Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. 5 лечебных свойств алоэ вера, доказанные научно. Один. Оказывает антиоксидантное действие. Изучение состава и свойств алоэ вера показало наличие в нем высоких доз веществ, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Особое внимание уделялось полифенолам, которые сочетают оба эффекта. Исследования в лабораторных условиях показали, что наружное применение листков алоэ вера помогает справиться с воспалением в лечении ряда кожных заболеваний. Смягчение симптомов воспаления крайне важно при комплексной терапии термических ожогов и механических повреждений кожи. Внутренний прием антиоксидантов помогает справиться с повреждениями клеток, связанными с воздействием свободных радикалов. Многочисленные исследования подтверждают, что хронический стресс напрямую связан с риском развития тяжелых хронических заболеваний, некоторых видов рака, сердечно-сосудистых расстройств. 2. Способствует оздоровлению кожи. Положительное воздействие алоэ вера на кожу не ограничивается лечением ожогов. Противовоспалительное свойство геля алоэ представляет особую ценность в терапии атопического дерматита и других тяжелых заболеваний кожи. В ряде случаев рекомендовано не только наружное применение алоэ, но и пероральное. Сочетание разных способов использования дает быстрый, положительный результат. В ходе одного из экспериментов испытуемым мужчинам в возрасте до 46 лет ежедневно предлагали 40 микрограммов алоэстерола. Через 12 недель у всех участников исследования регистрировалось улучшение состояния кожи, повышение эластичности. Другое исследование проводили женщинами в возрастной группе старше 40 лет. После ежедневного приема добавок с алоэ все участницы отмечали уменьшение мимических и возрастных морщин. Объективно у каждой женщины было зафиксировано улучшение синтеза собственного коллагена. 3. Помогает контролировать сахар в крови. Изучение свойств алоэ показало его способность снижать концентрацию глюкозы в крови натощак у больных с сахарным диабетом 2 типа. Исследования проводились как с использованием геля, так и сока растения. 2 других исследования не подтвердили эти данные в отношении сахарного диабета 2 типа. Однако результаты показали нормализацию уровня глюкозы в крови у участников с диагностированным предиабетом. У людей с предиабетом после регулярного приема сока алоэ вера отмечается снижение уровня сахара и снижение показателей жирных кислот. Результаты были зафиксированы на репрезентативных выборках участников. 4. Улучшает пищеварение. В соке алоэ вера обнаружены антрахиноновые гликозиды, обладающие слабительным действием. Существует мнение, что сок алоэ может помочь при запорах. Однако более ранние исследования по этому вопросу проверяются современными учеными. Предварительные исследования гастроэнтерологов говорят о том, что сироп алоэ вера может облегчить симптоматику гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Кроме того, есть данные о том, что экстракт алоэ вера эффективен в терапии синдрома раздраженного кишечника. 5. Оздоравливает полость рта, улучшает состояние зубов. Исследование с участием лабораторных животных показало, что алоэ вера может быть полезным при разнообразных заболеваниях зубов и полости рта за счет выраженных антибактериальных качеств. Например, подслизистый фиброз полости рта характеризуется хроническим течением, болезненностью и воспалением слизистой оболочки рта. В ходе одного 3-месячного исследования испытуемым с подслизистым фиброзом дважды в день предлагали 30 мл сока алоэ вера. Результаты показали эффективность продукта выше, чем при применении гидрокортизона в виде инъекций. В другом исследовании приняли участие пациенты с оральным муковисцидозом, который является самым распространенным побочным симптомом химиотерапии и лучевого лечения рака шеи, головы. Оказалось, что полоскание рта раствором с алоэ вера снижает болевые ощущения и облегчает течение заболевания. Эксперимент с участием 64 онкологических больных показал, что алоэ смягчает побочные эффекты химиотерапии. Испытуемым трижды в день предлагали полоскать рот раствором на основе алоэ вера. Спустя 14 дней у всех участников отмечалось уменьшение симптомов стоматита, вызванного химиотерапевтическими препаратами. Существуют данные о том, что полоскание рта раствором с алоэ вера уменьшает зубной налет, уменьшает отечность и болевой синдром после операции на полость рта. Стоматологи считают, что алоэ может существенно облегчить лечение ряда заболеваний зубов и полости рта. Рецепты с использованием алоэ вера. Людям, истощенным в результате перенесенных тяжелых заболеваний, а также для улучшения пищеварения и возбуждения аппетита, рекомендуется применять сок алоэ в следующем виде.
150 граммов сока, 250 граммов меда и 350 граммов крепкого красного вина смешиваются и настаиваются около 5 дней. Полученную смесь необходимо принимать не менее 3 раз в день до еды по столовой ложке. Достаточно часто сок алоэ включается в состав различных питательных смесей, рекомендуемых к употреблению при ослаблении организма и истощении вследствие перенесенных болезней. Для ослабленных детей можно приготовить одну из таких питательных смесей. В половину стакана сока алоэ добавляется 500 граммов толченых ядер грецкого ореха, 300 граммов меда и выжатый сок 3-4 лимонов. Такая смесь принимается по десертной или чайной ложке не более 3 раз в день перед едой. Народная медицина рекомендует применение сока алоэ при туберкулезе легких. Для приготовления лекарства необходимо смешать 100 граммов сливочного масла, гусиного жира или смальца, 15 граммов сока растения, 100 граммов меда и 100 граммов горького порошка какао. Полученную смесь хорошо вымешивают и принимают по столовой ложке до 3 раз в день в качестве добавки к стакану горячего молока. При возникновении насморка рекомендуется использовать сок алоэ в виде капель. Свежевыжатый сок растения нужно капать по 2-3 капли в каждую ноздрю. Лечение необходимо продолжать около 8 дней. При заболеваниях горла поможет полоскание с соком алоэ. Для этого нужно сок алоэ развести равным количеством воды, затем хорошо прополоскать горло. После процедуры рекомендуется выпить 1 чайную ложку свежевыжатого сока алоэ с теплым молоком. При появлении боли в зубе можно воспользоваться очень простым способом ее излечения. Кусочек листа алоэ, положенный в полость зуба, быстро успокоит боль. В качестве слабительного можно использовать следующий рецепт, известный из народной медицины. 150 граммов листьев алоэ со срезанными колючками хорошо измельчаются, заливаются 300 граммами подогретого, но не доведенного до кипения меда. Смесь должна настояться в течение суток, после чего ее необходимо разогреть и отфильтровать. Данное лекарство принимается по чайной ложке по утрам за 1 час до еды. Известно применение сока алоэ при возникновении герпеса. Для удаления высыпаний их необходимо 5 раз в день смазывать соком из листьев растения. Перед каждым смазыванием рекомендуется отламывать новый свежий лист алоэ. Целебным эффектом обладает мазь, приготовленная из сока алоэ. Обычно ее используют для заживления ран, язв и свищей. При необходимости можно наложить повязку. Мазь приготавливается следующим образом. Мед и сок алоэ смешивают в равных количествах. Добавляют на стакан смеси 1 столовую ложку чистого спирта. Затем смесь необходимо хорошо перемешать. Хранить мазь рекомендуется в холодильнике. При ее использовании нужно учитывать возможность индивидуальной непереносимости сока алоэ пациентам. Сок алоэ. Если разрезать листья алоэ, то из них вытекает водянистая жидкость, сильно горькая на вкус. Это и есть сок растения, который используют при изготовлении медицинских препаратов. Сок находится в секреторных клетках, окружающих сетовидную часть пучка. Если посмотреть в разрезе, то этот слой клеток располагается в виде полумесяца. После сбора листьев их разрезают и хорошо измельчают, чтобы собрать сок. Жидкость значительно упаривают и разливают в специальные формы, где она и застывает. Такой сгущенный сок алоэ называется сабур. Он помогает при хронических запорах, усиливает секрецию желез пищевода, выводит желчь, улучшает пищеварение. Применяется в очень малых дозах, иначе может вызвать отравление. Не следует употреблять его при беременности, цистите, менструации. При хронических гастритах, язвенной болезни желудка, после дизентерии сок алоэ принимают 3 раза в день за полчаса до еды по 1 чайной ложке. При туберкулезе эффективна смесь из сока алоэ, сока манжетки, сливочного масла, меда и какао, принимаемая по 1 столовой ложке перед обедом и ужином. Лекарство можно запить стаканом горячего молока. Наружно сок алоэ используется в виде примочек при лечении трофических язв, гнойных ран, фурункулов, нарывов, ожогов. При туберкулезе кожи, экземе и при лучевом дерматите головы назначают компрессы с соком. Сок алоэ легко приготовить в домашних условиях. Для этого листья 3-4-летнего растения выдерживают в темном месте при температуре 4-8 градусов, можно в холодильнике 12 дней. Затем их промывают в холодной кипяченой воде, измельчают, отжимают через плотный слой марли и кипятят 3 минуты на водяной бане. Сок быстро теряет свои качества, поэтому использовать его надо сразу. Смесь из свежего сока при лучевых поражениях, язвенной болезни желудка, бронхиальной астме, гастритах, ларингитах, дизентерии необходимо принимать по 1,2 чайной ложки сока алоэ и меда, разведенных в стакане теплого молока.
Пить лекарства следует 3 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения 2-3 недели с перерывом в 2 недели. Алоэ с медом. Мед – один из основных компонентов, входящих в состав полезных лекарственных препаратов, сделанных на основе сока алоэ. В сочетании с медом алоэ усиливает свое действие. Из-за того, что такое лекарство очень активно, употреблять его можно не более 1 месяца. При простуде достаточно и 5 дней для полного выздоровления. Алоэ в сочетании с медом полезно применять при облысении, выпадении волос и перхоти. Из алоэ и меда можно делать маску для волос. Для поддержания иммунитета следует принимать следующие препараты. Настой алоэ, 500 граммов листьев алоэ и 500 граммов грецкого ореха нужно перемолоть через мясорубку, залить 1,5 стакана меда, дать настояться в теплом темном месте 3 дня, а затем употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в сутки после еды. Смесь: 3 столовых ложки сока алоэ, 100 грамм коровьего масла, 5 столовых ложки какао и треть стакана пчелиного меда необходимо хорошо перемешать. Перед употреблением все компоненты следует хорошо перемешать с 200 граммами теплого молока и пить понемногу 3 раза в сутки. При легочных заболеваниях, простуде, бронхите помогает следующий состав. Настойка алоэ, 350 граммов измельченных листьев алоэ, 100 граммов спирта и 750 граммов красного вина надо перемешать в стеклянной или эмалированной посуде. Хранить средство рекомендуется в темном прохладном месте. Взрослые принимают по 1-2 столовых ложки за 20 минут до еды. Дети после 5 лет – 1 чайную ложку. Для лица полезна медовая маска с алоэ. Она подходит любому типу кожи. При употреблении лекарственных средств из алоэ вера следует четко соблюдать рекомендации по их использованию. Алоэ вера для лица. Алоэ вера с большим успехом применяется в косметологии. Маски и кремы с алоэ рекомендованы к использованию для чувствительной кожи, склонной к аллергическим реакциям. Косметические средства, содержащие алоэ вера, обогащают кожу необходимыми питательными веществами, защищают ее от воздействия окружающей среды, осветляют при наличии пигментных пятен. Косметологи и дерматологи называют алоэ панацеей для сохранения красоты и здоровья. Алоэ вера традиционно входит в самые разнообразные ухаживающие косметические продукты, регулярное использование которых оказывает поистине чудодейственное влияние на кожу. 1. Успокаивает солнечные ожоги. Алоэ вера – лучшее натуральное средство, спасающее кожу после солнечных и термических ожогов. Гель на его основе прекрасно охлаждает, снимает воспаление. После нанесения алоэ на кожу образуется защитная пленка, которая спасает кожу от обезвоживания. Процесс регенерации поврежденных клеток кожи ускоряется за счет богатого минерального состава и высокой концентрации антиоксидантов. 2. Оказывает увлажняющий эффект. Обычно после нанесения увлажняющего средства на коже чувствуется липкая жирная пленка. В отличие от привычных кремов, гель алоэ вера не вызывает подобных ощущений. Активные вещества алоэ способствуют очищению пор и смягчению кожи. Примечателен тот факт, что эффект увлажнения распространяется даже на глубокие дермальные слои, что чрезвычайно полезно для поддержания водного баланса сухой кожи. Алоэ – прекрасная альтернатива традиционным средствам после бритья. Натуральный гель не только увлажнит раздраженную бритвой кожу, но и ускорит заживление порезов и микропорезов. 3. Стимулирует регенерацию раневых поверхностей. Нанесение геля алоэ вера существенно сокращает процесс заживления повреждений кожи независимо от происхождения. В медицине препараты на основе алоэ используют в лечении резаных ран и других механических повреждений кожи. Особую роль алоэ вера играет в заживлении ожогов 1-2 степени. Исследования показали, что его применение практически в 8 раз ускоряет репродукцию новых клеток. Проникновение активных веществ алоэ во внешний слой кожи проходит быстрее, чем поглощение воды. 4. Омолаживает кожу. В составе алоэ вера обнаружены высокие дозы бета-каротина, аскорбиновой кислоты и витамина Е, известные своими антиоксидантными свойствами. Сочетание противовоспалительного, антибактериального и антиоксидантного действия этих соединений с другими активными веществами обеспечивает омолаживающий эффект алоэ. Регулярное применение алоэ вера оказывает комплексное антивозрастное действие, уменьшает пигментацию, разглаживает морщины, стимулирует выработку коллагена, повышает эластичность кожи. 5. Помогает справиться с прыщами. Проблему прыщей легко решить с помощью алоэ вера. Будучи натуральным антисептиком и антибиотиком, алоэ обеспечивает защиту кожи от болезнетворной флоры, которая провоцирует появление разных высыпаний, прыщей, акне.
В составе алоэ присутствуют полисахариды и гибереллины, вещества, способные смягчать симптомы воспаления, стимулировать рост новых клеток кожи. За счет вяжущего эффекта осуществляется регулирование работы сальных желез, сужение пор и удаление избытков кожного сального секрета, грязи, микробов. Регулярное нанесение геля алоэ на проблемную кожу позволяет очистить ее от прыщей, устранить очаги покраснения, избежать появления неэстетических рубцов, смягчить и защитить от повреждений. 6. Избавляет от пигментации. Гель алоэ вера признан лучшим продуктом для успокоения раздраженной и воспаленной кожи, разглаживания растяжек и микрорубцов после прыщей. Помимо этого, алоэ способна стимулировать обновление клеток кожи и осветление очагов пигментации. Алоэ вера традиционно входит в состав косметических средств, осветляющих кожу, устраняющих веснушки. В домашних условиях легко приготовить натуральный состав, который поможет свести веснушки. Достаточно смешать гель листка алоэ с небольшим количеством лимонного сока. Регулярное нанесение состава на кожу обеспечит ей свежий, сияющий вид. Регулярное использование масок и кремов на основе алоэ для кожи лица дает поразительный эффект, поскольку они помогают при гнойничковых высыпаниях, воспалительных процессах, экземе и псориазе. Маска для сухой кожи. Сок алоэ, мед, глицерин и овсяную муку необходимо смешать в чистой воде, взбить блендером, настоять 15 минут, нанести толстым слоем на сухую очищенную кожу. Применять маску можно через день, держать ее следует около получаса. Маска для увядающей кожи. Смешать столовую ложку сока алоэ и 2 столовые ложки меда. Рекомендуется наносить смесь толстым слоем на очищенную кожу и держать 40 минут. Маска разглаживает морщины и глубоко увлажняет кожу. Алоэ для волос. Гель листьев алоэ – прекрасный натуральный гипоаллергенный продукт, который помогает женщинам и мужчинам решить всевозможные проблемы с волосами. Алоэ благоприятно влияет на кожу головы, помогает при таких проблемах, как перхоть, выпадение волос, облысение. А растение активизирует и питает волосяные фолликулы, лечит секущиеся кончики. Волосы становятся густыми, крепкими и блестящими. 1. Стимулирует рост волос. Воздействуя на волосистую часть головы, алоэ вера оказывает стимулирующий эффект на местное кровообращение. Чем лучше кровообращение в области фолликулов, тем быстрее растут волосы. Витамины и минералы, содержащиеся в алоэ вера, полноценно усваиваются кожей головы, оздоравливая ее. Восстановление омертвевших клеток осуществляется за счет действия протеолитических ферментов. 2. Устраняет перхоть. К появлению перхоти склонны люди с сухой или чрезмерно жирной кожей головы. Кроме того, чешуйки на волосах являются симптомом грибкового поражения кожи головы. Алоэ вера обладает комплексным воздействием на кожу, избавляя от всех перечисленных проблем, очищает, смягчает, подавляет рост грибковой флоры, регулирует работу сальных желез. 3. Обладает кондиционирующим свойством. Регулярное использование геля алоэ вера после мытья волос оказывает действие, схожее с эффектом косметических кондиционеров. Результат применения – сильные, наполненные энергией, увлажненные по всей длине, блестящие волосы. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик.